In 1922, В 1922 Srila Bhaktisiddhanta году gave a talk, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати дал лекцию, and he introduced himself и он представил себя, by saying, сказав: Dragoi Madoi Paite Muni Ma Lagista. Srila Bhaktisiddhanta said, I am lower than Jagan Madai. Он сказал: я ниже, чем Джагая Мадхая. Srila Bhaktisiddhanta was introducing himself. Он так представил себя. Then he said, Purisera Kirta Oite Muni Ma Lagista. Lagista means lower. Это значит самый низкий. I'm lower, Purusera. Purisera. Stool. Я ниже, чем экскремент. Excrement. Kirta, worm. Как червь в Srila испражнении. Bhaktisiddhanta said, I'm lower than the worm and the stool. То есть я ниже, чем червь в испражнениях. This is all from Chaitanya Charitamrita. Это все из Чайтанья Чаритамриты. Adi Lila, chapter 5, Ади Лила, глава 5. text 200. Текст 200. So then Srila Bhaktisiddhanta, he's quoting Krishnadas Kaviraj. И затем Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он цитировал Кришнадас Кавираджа. I am lower than Jagan Madai. Я ниже, чем Джагая Мадхая. Lagista, I am the most fallen. Я наиболее падший. I am like a worm in stool. Я подобно червю в испражнениях. Munima Papista, I am the most fallen. Но я наиболее падший из всех. Anyone who hears my name Тот, кто угодно, кто услышит мое имя, loses their piety. он потеряет свое благочестие. Anyone who chants my name Тот, кто угодно, кто прочитает, кто будет повторять мое имя, engages in sinful activity. он будет задействован в греховной деятельности. But Lord Nityananda has given his mercy to me Но Господь Нитянанда дает милость всем, because he is mad in love of God. так как он безумен от любви к Богу. Premavesh. Avesh means one with prema. Авеша значит един с премой. And he is Kripa Avatar. И он является крипа-аватарой. You know, Kripa? Знаете, что такое крипа? What does Kripa mean? Mercy. So, because Lord Nityananda is mad Так как Господь Нитянанда, он безумен in love of Krishna, в любви к Богу, Кришне, he cannot distinguish between higher and lower, поэтому он не может различать между высшим и низшим, between one who's qualified and one who's not qualified. между тот, кто квалифицирован, и тот, кто не квалифицирован. Actually, the word is Uttama and Adama. Есть два слова: Уттама и Адама. Uttama means very high, Уттама значит очень возвышен, and Adama means fallen. и Адама значит падший. So Lord Nityananda has given his mercy to me. И Господь Нитянанда дает милость мне. Srila Bhaktisiddhanta is saying, Это говорит Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. and allowed me Shirup Charan, И позволяет мне Шри-Рупа Чаран, the mercy of Rupa Goswami, дает милость Рупы Госвами. and has given me Vrindavan. И тот, кто дает мне Вриндаван. So this is how Srila Bhaktisiddhanta introduced himself. Это как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати представил себя. It's quite amazing. Это очень удивительно. Humility. Какое смирение. There's a book. Soon it will be in Russian. Есть книга, которая скоро будет на русском. Vyakta Vyaktavala Вьяктавала. by Sundrananda Prabhu. Написанное Сундаранандой Прабху. So when Srila Bhaktisiddhanta spoke, there was no tape recorder.
Когда Шрила Бхактисиданта Сарасвати он говорил, не было записывающих устройств, no cell phone. не было мобильных телефонов. Cell phone. Пожалуйста. So Sundarananda was very, very intelligent, И этот Сундарананда был очень-очень разумный. and he would write down in shorthand И он быстро писал, записывал все, что говорил, whatever Srila Bhaktisiddhanta spoke. то, что говорил Бхактисиданта Сарасвати. And then it was printed in the Gaudiya magazine. И затем это все печаталось в журнале, в Гаудия Вайшнавском журнале. So now this book has been printed, И сейчас была напечатана книга по записям, Srila Bhaktisiddhanta's talks. то есть лекции Шрилы Бхактисиданта Сарасвати. We are fortunate because we have Srila Prabhupada's talks recorded. Мы очень удачливы, так как мы имеем записи Шрилы Прабхупады. I remember when Srila Prabhupada came to South Africa Я помню, когда Шрила Прабхупада приехал в Южную in Африку 1975. в 1975-м. Harikesh Prabhu, he was a brahmachari, И Харикеша Прабху был в то время брамачари. and he was recording everything Prabhupada said. Он делал записи, когда Прабхупада что-либо говорил. We also filmed Prabhupada, Мы также засняли фильм о Прабхупаде. but all the films were lost. Но все эти фильмы были утеряны. Great shame. Очень стыдно. So, Prabhupada has written in the Nectar Devotion, Итак, Прабхупада написал в Нектаре преданности. by hearing Nectar Devotion or Bhakti Rasamrita Sindhu, Просто слушая Нектар преданности или Бхакти Расамрита Синдху, one is associating with Rupa Goswami. кто угодно, он входит в общение с Шрилой Рупой Госвами. And by following the instructions in the Nectar Devotion, И следуя наставлениям Нектара преданности, one is serving Rupa Goswami. кто угодно, он служит Рупе Госвами. We are supposed to be Rupa Nugas. И предполагается, мы все Рупануги. What does the word Anuga mean? Что значит слово «ануга» обозначает? Followers. So Следовать. we try to follow Rupa Goswami. То есть мы пытаемся следовать Рупе Госвами. His most important book, he wrote 16 books. И он написал 16 книг. Which is the most important? И какая самая важная? The Nectar of Devotion. Нектар преданности. Bhakti Rasamrita Sindhu. Yes. So, I was going to speak on different realizations on the holy name. Итак, я собираюсь с вами поделиться разными реализациями о святом имени. Over the last couple of years, I compiled just statements За последние 2 года я составил разные утверждения about the holy name о святом имени, that I liked, которые мне нравятся больше всего, that inspired me. которые вдохновляют меня. And I put them all on a list, И я все поставил в список, which I laminated, который я заламинировал, which we're going to give out. который мы будем раздавать. So every day we'll go over a few statements, И каждый день мы будем читать несколько утверждений, because our most important business is to chant the holy name. так как наш самый главный бизнес, самое главное дело у нас – это повторение святого имени. So, number one, Первое. these quotes are mostly from Bhaktivinoda Thakur, Эти все цитаты в основном от Бхактивинода Такура Jayavadama. из Джайва Дharma. Jayavadama, do they have in Russian? Bhaktivinoda Thakur's most important book. Это самая главная книга Бхактивинода Такура. I advise you to read it. Я настоятельно советую всем прочитать ее. So, number one, the jiva has no friend in this material world. Jagana Subhadra Balaram, Hidai Gauranga Kijai. Read number one. Первое. Святое имя – единственный друг дживы в материальном мире. So the living entity has
no friend in this material world except Harinam. Итак, живое существо в этом мире не имеет больше друзей, за исключением Харинамы In в this, этом мире. in this material world, we're looking for friends. И в этом материальном мире в основном мы ищем друзей. But usually, in the material world in Dnepro, Но, как мы знаем, в материальном мире, в Днепропетровске, например, friends come together and engage in sinful activity. в основном друзья встречаются для того, чтобы заняться какой-то греховной деятельностью. Ah, Saturday night. Например, в субботу вечером Two friends, they go два друга встречаются и идут drinking, выпить что-нибудь taking narcotic, или принять наркотики. going disco, Отправляются на дискотеку, getting drunk. принимают наркотики. Sunday morning, two friends go fishing. И в воскресенье утром эти два друга отправляются на рыбалку. Again, sinful activity, Снова греховная деятельность. catching the fish. Ловить рыбу. There was one, I had one disciple, Я имею одного ученика, he was initiated, который инициирован. and he was on the front page of a newspaper. И он был на передовице, на первой странице газеты. And it was a picture of the angling club. Angling club means fishing club. И там была на заголовке такой рыбачий клуб. And by mistake his picture was in there. И по какой-то ошибке он попал на эту страницу, на первую. Front page, Первая страница, in the corner, picture, в углу страницы. fishing club. Рыбачий клуб. So I got on his case. То есть я запомнил ему это. So friends engage in sinful activity. Итак, друзья, они занимаются греховной деятельностью. And friends end up cheating you also. И эти друзья, ну, как положено, они обманывают друг друга. Many times there may be two men who are friends, И много раз эти друзья, которые, так сказать, так называемые друзья, and the one man is married, один человек из них женат, and his friend has an affair with his wife. и, как обычно, друг имеет романс с его женой. Да. Да, especially in Ukraine. Особенно в Украине. So friends, so-called friends in this material world, cheat you. Так называемые друзья в этом материальном мире, они просто обманывают друг друга. And even if you have a friend that doesn't cheat you, И даже если вы имеете друга, который не обманывает вас, when you're dying, that friend cannot help you. когда вы будете умирать, этот друг не поможет вам. You know, the friend comes to the hospital bed, Когда этот друг придет к больничной койке holds your hand, и будет держать вашу руку, can't help you. как он вам может помочь? But Shridam Sarvabhutanam, Krishna is everyone's supreme friend. Но Кришна является высшим другом всех живых существ. And even more friendly is the holy name. Но даже более дружественно к живому существу это Святое Имя. The holy name is also a personality. И Святое Имя, оно является также личностью. To be able to see Krishna directly, you have to be very advanced. И чтобы увидеть Кришну непосредственно, мы должны быть очень продвинуты. It's said the stage of Bhav, Как говорится, это бывает на стадии бхавы. which is, Prabhupada gave definition, ecstatic love for Krishna. И Прабхупада непосредственно дает такое определение. Экстатическая любовь к Кришне. One gets, it is called sputi. Sputi means vision of Krishna. И это называется спурти, или такое внезапное видение Кришны. Or Nrsimhadev. Или Нарсингадева. But anyone can chant the name of God. Но каждый может повторять Святое Имя Бога. And anyone who gives you the holy name is also your friend. И любой, кто даст вам Святое Имя, он также является другом. So Prabhupada came to the West. Итак, Прабхупада приехал на Запад. He came to Russia in 1971, И он приехал в Россию в 1971 году, giving the holy name. давая Святое Имя.
So therefore he's our eternal friend. Итак, Он является нашим вечным другом. And he would sign the letter, your eternal well-wisher. И Он так и подписывал письма, ваш вечный доброжелатель. So this friend, the holy name, you can turn to whenever you want. И этот друг, он может в любой момент быть с вами, повернуться к вам. During 24 hours of a day, you can turn to this friend, the holy name. И вы можете обратиться к нему 24 часа в сутки. Late at night, Поздней ночью your mind may be disturbed, ваш ум может быть обеспокоен, maybe ghost or something. какие-нибудь привидения или что-нибудь в этом роде. You can take this holy name, your friend. Вы просто возьмите святое имя вашего друга, This friend goes wherever you go. и этот друг отправится туда, куда вы отправитесь. And the holy name, which is our friend, gives you unlimited kripa, mercy. И этот друг, который святое имя, он даст нам безграничную милость, крипу. So you should always remember you are not by yourself. И вы всегда помните, что вы не остаетесь никогда одни. You have this eternal friend, Вы всегда имеете этого вечного друга рядом. the holy name. Святое имя. At any time you can chant. Любое время вы можете повторять. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Now it doesn't cost any money. Это не стоит вам ничего. We're not asking for 1 million grievance. И он не спрашивает у вас миллиона долларов или гривен. Whether you're a lady or whether you're a man, you can chant. Будь то мужчина, будь то женщина, любой может повторять. Whether you are sannyasi or whether you're married, you can chant. Будь то саньяси, либо это замужний человек, женатый, он может повторять. Even Lord Chaitanya in Jarakanda forest, И даже Господь Чайтанья в лесу Джариканда, he made the animals chant. он сделал, он устроил так, что животные повторяли. Elephants, Слоны, tigers, тигры, deers. олени. Lord Chaitanya, Jarakanda forest is in middle India. Джариканда лес находится посредине Индии. And Lord Chaitanya was walking through the forest И он шел как-то через этот лес on his way to Vrindavan на пути во Вриндаван. with Balabhadra Bhattacharya. Его спутник был Балабхадра Бхаттачарья. And in the mornings, Lord Chaitanya, he would take bath, И обычно утром Господь Чайтанья принимал омовение. so many lakes. Так много озер по пути. And Lord Chaitanya was taking bath in one pond or lake. И раз так Господь Чайтанья принимал в каком-то месте в пруду омовение. And some elephants came. И подошел слон. And Lord Chaitanya splashed them with water, И Господь Чайтанья брызнул на него водой. vada. And the elephants immediately came to the stage of bhav. И этот слон незамедлительно достиг стадии бавы. Now, bhav is just before prema. И бава, она является предварительной ступенью перед премой. So it's the beginning stage Это начальная стадия of love of God. любви к Богу. It's very, very high. Это очень возвышенно. And then the elephant started roaring out the name of God. И этот слон он начал просто рычать святое имя Бога. And then there was one tiger, И затем один тигр, and Lord Chaitanya touched his tail. и Господь Чайтанья дотронулся до его хвоста. And the tiger started dancing with the deer. И этот тигр стал танцевать с оленем. Now, in the material world, they're enemies. В материальном мире обычно эти животные, они враги. The deer will run away from the tiger. Обычно олень убегает от тигра. The natural food of the tiger, Это естественная еда для тигра. deer. Олень. But now they're embracing each other Но в этот момент они обняли друг друга and kissing и целовались, and dancing. и танцевали. So Lord Chaitanya, he can do this.
И Господь читания может делать такие вещи. And of course, when Prabhupada came to America, И, конечно, когда Прабхупада приехал в Америку, he also, by his potency, также по его милости, по его уполномоченности, took mostly hippies то есть он общался с хиппи, and got them also to dance и он устроил так, что они танцевали and preach. и проповедовал. So, a holy name is one's friend, Итак, святое имя является только одним другом. but it's one's best friend. Это является лучшим другом. Now, always remember that. Всегда помните это. And you can turn to this friend anytime, И вы можете повернуться к этому другу в любой момент, any place, в любом месте, anywhere, где угодно, any situation. в любой ситуации. Bhaktivinoda Thakur in Jaivadhamma Бхактивинода Thakур Джайва Дharma, says we should chant all the time, он говорит, мы должны повторять все время, except for when you sleep. только за исключением, когда мы спим. So you chant in your mind. Вы можете повторять в своем уме. It's called manasa. Это называется манаса. Manasa means in the mind. Манаса значит в уме. And you practice this. И вы практикуете это. And you can actually chant in your mind all the time. И вы можете повторять в своем уме все время. And when you're chanting, then you're associating with Krishna. И когда вы повторяете, вы напрямую общаетесь с Кришной. It's a very wonderful process. Это очень замечательный процесс. So the second one, Второй будет read. из 64 анг видов бхакти Шринама является самым могущественным принципом преданного служения. It's number 2. So Rupa Goswami has explained in Nectar of Devotion. Рупа Госвами объясняет в Нектаре преданности. Anga means limbs. Анга является частью. This is anga. Это есть анга. My body is angi, А мое тело является анги. but this is called anga. И часть тела является ангой. So there are 64 items in devotional service. И существует 64 различных предмета или аспекта преданного служения. But the most powerful Наиболее могущественный and the number one номер один is есть Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Now, there are other angas. Can you tell me? Anyone here different? И есть другие анги. Кто-то может мне помочь назвать какие-то другие анги преданного служения? Different angas? Yeah, the 5. Есть 5. And we call this punch Мы называем это панча bhakti. бхакти. Punch means Это значит что? 5. 5. So what are the 5? Какие другие 5? Harinam, Харинама, Sadhu Sangha, Harinam, Bhagavat Shravana, Mathura Basi, Srimataye, worship of Murti. поклонение Мурти. 5. Now these are so important Это так важно. that Prabhupada wrote, there's one chapter И Прабхупада написал в одной главе just about these 5. просто об этих 5. But of the 5, number 1 is Но из этих 5 самое первое является вопрос Harinam, Харинама. just like Mathura Vasi Как, например, Мадхура Васи, means live in a holy place, значит жить в святом месте, visit holy place. посещать святые места. Vrindavan, Mayapur, Jagannath Puri. But you're in Dnipro. Но вы находитесь в Днепропетровске. How you can go to Vrindavan, Mayapur? It costs a lot of money. Если вы отправитесь во Вриндаван, Майяпур, это стоит кучу денег. Now 26 grivan to $1. Сейчас 26 гривен за $1, не так ли? No money. Нету денег. You need visa. Нам нужна виза. If you go now, it's too hot. Если вы отправитесь сейчас, очень жарко. In Rajasthan,
the record, it was just 2 weeks ago, 53 degrees centigrade. И буквально недавно в Раджастане зарегистрирована температура 53 градуса In one village. в одной деревне. You'll die. Просто можно умереть. So you can't go Vrindavan. Не можете сейчас отправиться. Именно. You can't always worship deity. Вы также не можете поклоняться божеству I постоянно. mean, you come to Mandir, you can worship deity. Вы можете прийти в мандир и поклоняться здесь. But say you're living with your parents Но если вы живете со своими родителями, and they're not devotees, а они не преданы, it's difficult. очень трудно. Sadhu Sangha, Саду санги. not always possible to associate with sadhu. Не всегда возможно общаться с преданными, садху. Now and again they come. Of course, we're all you are sadhus. Все вы являетесь садху здесь. But any time you can chant Krishna's name. Но в любое время вы можете повторять Святое Имя. Therefore, it's the most powerful. Поэтому это является самым могущественным способом. And all other angas are contained in the holy name, although you may not be able to see them. И все другие анги, они присутствуют в Святом Имени, хотя мы, может быть, не имеем возможности видеть это. Just read number 5. И сейчас мы прочитаем пятое утверждение. Все остальные анги, виды преданного служения, присутствуют в воспевании Святого Имени, хотя и не всегда очевидны. So all other 64 angas are in the holy name. Итак, остальные 64 анги не находятся в Святом Имени. So Panch Bhakti, you mentioned 5. Итак, мы упомянули Панча Бхакти, это 5. Can you tell me other types Кто-то может назвать мне остальные анги, помимо этих of 5? bhakti? Кто-то может помочь? Worshiping Tulsi. Worshipping Tulsi. Yes. And banyan tree, И также поклонение Баньяну. Avasta, Ашватха. Ashvasta. Ашватха. Banyan tree, Tulsi. Prabhupada introduced Tulsi worship. Прабхупада нам представил это поклонение Туласи. Tulsi tree is not a jiva. Туласи не является дживой. You are all jivas. Все мы дживы. I'm also jiva. Я также джива. Shakti tattva. Tulsi is Shakti tattva. Но Туласи является шакти татвой. Expansion of Brinda Devi. Экспансия Бринда Деви. Brinda Devi is expansion of Radharani. И Бринда Деви является прямой экспансией Радарани. So Tulsi worship. What else? Что еще? Предание гуру. Еще раз. Предание гуру, служение гуру. Surrender to Guru. Guru Padashraya. Это называется так. You understand? Ashraya, Вы понимаете, что есть ашрая? shelter. Это прибежище. Guru, Гуру. pada, feet. Предание лотосным стопам. Take shelter of Guru. Принятие прибежища у Гуру. But Guru, the word Guru is not. The word Guru is plural. Но слово гуру является множественным. Prabhupada writes, Chaitanya Charitamrita. И Прабхупада пишет в читании Чаритамрити. Adi Lila, chapter 1, text 34. Ади Лила, глава 1, текст 34. Guru is many. Гуру много. So Vatma Pradakshakaku. Например, такой гуру. Who's Vatma Pradakshakaku? Кто есть Вартма Прадакши гуру? Who is points out on the way to Krishna? I am walking on street in Oxford, England. Я иду по улице Оксфорда в Англии. You know Oxford University. Знаете, Оксфордский университет. And I am 20 years old. И я 20 лет от роду. Some of you were not born then. А в то время, может быть, кто-то из вас еще не родился. 1973. В 1973. I'm walking Я иду, and I bump into Vaishnava, я врезаюсь в Вайшнаву. Prabhu Vishnu Prabhu. Прабху. And he sells me ticket И он продал мне билет to program на программу in the town hall. в местный холл. And then that evening, I take my mother's bicycle И в тот же вечер я взял велосипед своей матери
I cycled to the town hall. И я проехался на велосипеде в этот It's cold. местный зал. It's Это February. было холодно, февраль. February, cold. Это прилично холодно. I walk into the town hall. Я вошел в этот местный Another Vata Pratachaka guru. городской зал и увидел другого Варма Пратакши гуру. Janananda Goswami. Это был Джанананда Госвами. He's more Australia, England preachers. Он сейчас проповедует в Австралии, в Англии. Then one sannyasi gives a talk. И потом другой саньяси дал лекцию, Rebati Nandana Swami. которого звали Реватинандана Свами. He is cousin of Vishnu John Swami. Он является двоюродным братом Вишну Джана Свами. I couldn't understand anything. Я не понял ничего, Nit, nothing. вообще ничего. Then they have kirtan Но потом у нас был киртан, and start crying. и я начал плакать. Kirtan is a holy name, Святое имя softens the heart. смягчило сердце. And then another Vata Pratachaka guru gives me Ishopanishad. И другой Вартма Прадакши гуру дал мне Ишупанишат. You've all read the Ishopanishad? Все читали Ишупанишат? And then I went home and I read carefully. И я пошел домой, я читал очень аккуратно. And 3 weeks later I joined temple. И после 3 недель я присоединился к храму. So, Vatma Pradakshika guru and then Siksha guru. И помимо Вартма Прадакшика и Шикша гуру, Now, there's different types of Siksha gurus. существуют разные типы Шикша гуру. For you, there's like 4 different types, different categories. Для вас, то есть есть 4 Top category, Prabhupada, несколько групп этих Шикша гуру. Самые высшие это Прабхупада, Bhaktisiddhanta, Бхаксана. Bhaktivinoda, Rupa Goswami. The other day, disappearance day, Vrindavan Das Thakur. Пару дней назад было явление Вриндавана Дас Такура, He wrote Chaitanya Bhagavat. который написал читание Бхагавата. These are like Siksha gurus, Это является Шикша гуру, but highest. но высочайшего уровня. And then God brother or God sister of one's own guru. И затем братья и сестры духовные нашего собственного гуру. Also like Siksha guru. Они также являются Шикша гуру. One who gives advice based on scripture is Siksha guru. Также тот, кто дает советы, основанные на шастре, является Шикша гуру. Siksha means instruction. Шикша значит наставление. So second category, Вторая категория. God brother, God sister of one's Diksha guru. Духовные братья, духовные сестры нашего собственного Дикша гуру. Then third category, И затем третья категория. your own grand disciple of Prabhupada, who's more advanced than you. И затем ученики Прабхупады и учеников Прабхупады, которые наиболее продвинуты. You can take advice. Вы можете принять наставление от них. And then fourth category, И затем четвертая категория. Srimad Bhagavatam, Canto 11, Говорится в Шримад Бхагаватам 11 песне, Chapter 7, 7 главе. 28 different types of Siksha gurus. 28 различных категорий Шикша гуру. It's the Avanti Brahmin, Это песня, история о Аванти Брамане. like the tree. Как, например, дерево. What can you learn from the tree? Что вы можете выучить у дерева? Какой урок? Tolerance. Tolerance. Water is also Siksha guru. Вода также. Vada. What can you learn from the Vada? Что вы можете, какой урок получить от воды? Purity. It's pure. You do achanam. Можете сделать ачаман. It's transparent. Это прозрачное. We should субстанция. be transparent. Мы также должны быть прозрачными. Opposite of transparent is dupliciousness. И противоположное качество – это лицемерие. Means you say one thing and you do something else. То есть мы говорим одну вещь, мы делаем другую вещь. Politics. Политика, Kutinata. кутинати.
Water always finds lowest position. И вода всегда занимает низшую позицию. Without water you can't live. Без воды вы не можете жить. You will die after 1 or 2 days without water. После 1-2 дней вы просто умрете. So we can learn from these Siksha gurus. И вы можете выучить уроки от этих шикша-гуру. The moth. You know what's a moth? Like a butterfly moth insect. Моль. Moth. What can you learn from moth? Что вы можете выучить? Какой урок от молей? Летит на свет. Жизнь скоротечна. Летит на свет. The light. It flies into the light, А она летит на свет. Это правильно. fire, На огонь. destroys itself. И разрушает сама себя. So one must be careful of the illusionary energy. И каждый должен остерегаться иллюзорной энергии. Another Siksha guru is fish. Другой шикша-гуру – это рыба. What can you learn from fish? Какой урок вы можете получить от рыбы? Не может без воды жить. Не может без Silence. 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 Без воды не может жить. Еда. Can't live without water. Huh? Can't live without water. What does a fish do all the time? Что рыба делает каждый раз? Eats. Ест. It eats the bait. Она хватает наживку. You know, they go to Dnepro River, Как вы идете fishing rod, на речку Днепр и and they catch the fish. закидываете крючок и ловите рыбу. Fish eats anything, И рыба ест все, что угодно, including the hook. включая крючок. So we should learn to control the tongue. То есть мы можем учиться от нее, как контролировать свой язык. What about the elephant? Что насчет слона? What can we learn from the elephant? Что мы можем выучить? Two things we can learn. Две вещи мы можем выучить. Yeah, it bathes Он умывается and then rolls in the dust. и потом опять катается в пыли. So that's like you go church, you go temple, you go mosque. И это если вы отправляетесь в храм, церковь, либо мечеть, You pray to the God, и вы молитесь Богу. Boga, and then you do nonsense. И потом вы выходите и делаете чепуху. Saturday night, you go Например. gambling. Например, в субботу вечером отправляетесь поиграть Sunday, в you рулетку. come to Dnepro temple. И в воскресенье вы приходите опять в Днепропетровский храм. But also, if you want to capture the elephant, Но если вы хотите поймать слона, how do you do it? как вы это будете делать? Dig a big hole, Делаете большую яму and you cover it и покрываете ее with wood, деревом. and then on the other side, И на другой стороне you put the she elephant. и вы ставите самку слона. Not beautiful she elephant. Очень красивую самку. You know, nice eyes, Такие прекрасные глаза, mascara, такие маскары, nice носят, hair. такие красивые волосы. And elephant sees, И слон увидит это runs, и бежит навстречу. and falls into the trap. И падает в этот капкан. That's how you capture the elephant. Это как мы ловим слона. Now, what about the frog? Как насчет лягушки? Ladies, you tell me. What can we Скажите, learn? Матаджи, пожалуйста. Проджалпа. Croaks. Квакает. What happens when it croaks? Что случается, когда она квакает? Snake. Ladies, all together, I want you to croak. Я хочу всех матаджи, чтобы они квакнули. 1, 2. Раз, два. Croak. Croak. The
snake of time. И змея времени приходит. The Bhagavatam, Kala Sapa, Называется Кала Сарпа в Бхагавате. the snake of time comes and eats the frog. Змея времени приходит и съедает эту глупую лягушку. So human beings also the same. И человеческие живые существа такие же Talking глупые. so much. Так много говорят без толку. Shakespeare in Okay. Macbeth, Например, Шекспир в Макбете. he says, an idiot Он сказал, идиот, telling a tale говорит парикмахеру, of words and fury, words and excitement, слова и возбуждение, signifying nothing. которые обозначают ничто. Shakespeare. Это говорит Шекспир, классик. So there are idiots who just talk, Просто идиоты, просто говорят, signifying nothing. что обозначает ничего. And the snake of time comes И змея времени приходит, and eats them. просто ест их. So we can learn from these Siksha gurus. И мы можем выучить уроки от этих шиша-гуру. So, yes, Guru Padashraya, we take shelter of Guru. Итак, мы принимаем прибежище у гуру, гуру Падашрая. But not just, remember, Guru is always plural. Но мы помним, что гуру это множественное число. There are many Vaishnavas who can act in a Guru position, И много вайшнавов, которые могут действовать в этом положении, в позиции гуру, who are more advanced than you. которые являются более продвинутыми, чем мы. And they can help you И они могут помочь нам, if you want that help, если мы хотим этой помощи, if you want that kripa. если мы хотим этой крипы. It is wrong to think I just have one Guru Это неправильно сказать, если мы имеем только одного гуру, and no one else matters. и остальные не имеют значения. Only there's one Guru. Только один гуру. This is not correct conception. Это не является правильной концепцией. When you see the Himalaya mountains from a distance, Когда вы видите горы Гималая на дистанции, you just see the one Mount Everest. вы просто видите самую большую гору Эверест. But when you get closer, Но когда вы подходите ближе, you see many Mount peaks. то вы можете увидеть много-много пиков, верхушек. Да? Да? So when you get closer to Chaitanya Mahaprabhu, Когда вы приближаетесь ближе к Господу Чайтанье, you see his associates. вы также видите его сообщников, его Vrindavananda спутников. Thakur, Например, Udarananda Thakur, Shivananda Sain, Lord Nityananda, Gadadhar, Bhaktivinoda, Bhaktisiddhanta, Prabhupada. You see many personalities. вы можете видеть много личностей. So we should always remember this. Мы должны всегда помнить это. But if your heart is small, Но если наше сердце маленькое, you only have room for one person. мы имеем место только для одной личности. But if the heart is bigger, Но если сердце большое, many senior personalities много старших личностей can help you. могут помочь вам. Sometimes devotees think I'm being unfaithful to my Diksha Guru Иногда преданные говорят, что я был не предан моему Шикша if I accept a Siksha Guru. Если я приму Шикша Гуру, я не буду предан своему Дикша Гуру. But we have on the altar Lord Chaitanya. Но мы имеем на алтаре Господа Чайтанью. And you also accept Lord Nityananda И он также принимал Господа and Нитянанду, Advaita и Адвайта, and Gadadhar и Гададха. and Srivas. Is Jagannath is not only Jagannath. Джаганат не только просто Джаганат. You're seeing Subhadra, Balaram. Также по сторонам стоят Субхадра и Баларама. So this is more mature Это более зрелое видение, conception. идея. That Lord Chaitanya's mercy comes to us И милость Господа Чайтаньи приходит к нам through superiors, через старших. Diksha Guru, Siksha Guru. So we should always be ready to want this mercy. И мы очень должны желать этой милости. So I hope to stay here for 4 weeks И я надеюсь здесь пробыть 4 недели and do programs. и делать какие-то программы. Next program will be on Tomorrow. tomorrow.
Следующая программа будет завтра, then on Wednesday, и затем в среду. and the next week will be I do Friday and Saturday instead. И следующая неделя будет у нас пятница, суббота. I think it's better. Это будет лучше. So I will gradually go over all these statements. И мы будем проходить через все эти утверждения о Святом Имени. Srila Prabhupada ki Jai. jai. Would you like to ask any questions? Кто-то желает спросить какие-то вопросы? А если чувствуешь, что наделал очень много ошибок, наделал так много ошибок, и ты не знаешь, ты дальше практикуешь, но вот этого чувства, что что-то ты очень много сделал не так. Как выйти, что делать? Вопрос, что с очень многими людьми ты поступал не так. И нет возможности, например, с ними встретиться лично, как-то исправить ситуацию. И как из этого выйти? Просто То есть все слышали вопрос, не да? думать об этих личностях уже. Если я наделал много ошибок в жизни и оскорбил других, да? Да. То нет возможности исправить, что же делать? If you made so many mistakes in the past, If you make mistakes. in the past, and offended many personalities, and then there is no chance to correct oneself, what we should do in this particular situation? There's a book called Nectar of Instruction. И есть книга, которая называется «Нектар наставлений». You've read it? Вы читали его? Page 36, Страница 36, second paragraph. второй параграф. Devotional service is so pure Преданное служение настолько чисто and so perfect. и настолько совершенно. Once having started, Кто только начал его, you will be automatically dragged вы будете автоматически притянуты to ultimate success. к высшему совершенству и успеху. So you have nothing to worry about. Поэтому вам нечем волноваться. And then Prabhupada quotes Bhagavad Gita chapter 2 text 40. И затем Прабхупада цитирует в Бхагавад-гите 2 главы 40 текст. O great scholars of Dnepro, О ученые Днепропетровска, великие ученые. what is that verse? Что это за стих? 2.40 Бхагавад-гита. Niha Bigramana Soste, Prachavamana Vidyate. There's no loss Нет потерь in this practice of bhakti. в этой практике бхакти. So you never lose. Вы ничего не теряете. Every time you chant Krishna's name, even once, Когда угодно вы повторяете Святое Имя, даже единожды, Krishna sees. Кришна видит это. Every time you bow down to the deity В любой момент, когда вы кланяетесь Божеству or take prasad, или принимаете просад, Krishna sees. Кришна видит это. And if you've offended Vaishnava, И если вы оскорбили Вайшнава, then you apologize. вы просто извинитесь. And Krishna also sees that. И Кришна увидит это. But you don't lose your spiritual advancement. Но вы не теряете свою духовную продвинутость. But materially, you lose everything. Но материально вы теряете все. If you're a rich man in Donetsk Если вы богатый человек в Донецке, and you have a lot of money in business, и вы имеете много денег в бизнесе, and they come and invade, army comes and invades, и армия пришла и завоевала все, you can lose everything. вы просто теряете все. When you're young, you're healthy, Когда вы молоды, вы здоровы, man is handsome, мужчины очень красивы, woman is beautiful, женщины прекрасны, but when they get older, но когда вы становитесь старыми, Hare Krishna. Man goes bald, и мужчина лысеет, and man needs glasses when he gets older. Мужчине нужны очки, чтобы когда он становится старым. You lose your health. Вы теряете свое здоровье. You can get Alzheimer's disease. Alzheimer's.
mental dementia, А, mental disease. Болезнь вы... Альцгеймера. Еще раз. Болезнь Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера, это подсказывает. Только слабоумие стало. Слабоумие, да, то есть ментальная болезнь. You lose your memory. Вы теряете свою память. You forget your name. Вы просто забываете свое имя. Ronald Reagan, Рональд Рейган, например, President of America. бывший президент Америки. He's now departed, gone. Он сейчас ушедший. I don't know what species of life. Не знаем, какой вид жизни, But when he was getting older, но он становится, он становится старым, и он получил эту болезнь. couldn't remember his name, Он не помнил свое имя. couldn't tie his shoelace, Он не мог завязать свои shoelace, the laces in the shoe. он не мог завязать шнурки на ботинках. In other words, it's called senility. You become senile. То есть он становится таким. Now, according to Ayurveda, В соответствии с Аюрведой. if you live a life of unrestricted sense gratification, И если вы живете жизнь неконтролируемых чувственных удовольствий, when you get older, you become senile. и когда вы становитесь старым, вы становитесь просто невменяемым. But we've never heard in the Vedic culture of munis or great sages, when they get older, they never become senile. То есть, мы никогда не слышали о Муни и великих мудрецах, которые доходят до такого состояния. They become more powerful Они становятся наиболее могущественными в таком возрасте, because they control their senses. так как они контролируют свои чувства. So nothing to worry about, just chant God's name Поэтому не о чем волноваться, просто повторяйте and святое read имя. that nectar instruction, page 36. И читайте этот нектар наставлений, страница 36. Yeah, Упомянули, что в святом имени присутствуют все 64 ангела служения. Это значит, что из повторения святого имени вытекает, мы начинаем заниматься, или нам достаточно просто повторять святое имя, и все присутствует уже в повторении. Или же это значит, что с повторения вытекают все остальные 64. Все слышали, да? Хорошо, повторяю. Было утверждение, что в святом имени содержатся все 64 анги бхакти. То есть вопрос был в чем, повторяя святое имя, то есть это значит, что мы занимаемся всеми видами преданности. Достаточно Или как? просто повторить святое имя, и можно не заниматься всеми остальными, или это значит, что вот они проявятся, вытекают из повторения? То есть Достаточно ли просто заниматься повторением святого имени, и все остальные ангелы не проявятся со временем? Так? Или что-то не Нет, так? то есть мы начинаем повторять святое имя, и из этого следует, что мы занимаемся другими А. ангелами. Или же просто Если мы повторяем святое имя, следует ли это, что мы занимаемся все остальными видами преданности? Так. The name contains 64 different angles of bhakti. When we chant the holy name, does it mean that we perform all other different types of devotional service? This is what Rupa Goswami says, Это то, что сказал Рупа Госвами. that there's unlimited angas of bhakti, Существуют безграничные анги бхакти. like dancing in front of the deity, Например, танцевать перед божествами, bowing down to the deity, кланяться божествам, circumambulating the deity, обходить божество, accepting flower garlands from the deity. принимать гирлянду от божеств. These are all angas of bhakti. Это все анги бхакти. But 64 have been written down in Nectar Devotion. Но 64 были записаны как главные анги. And they're all contained. You get the result of all of them when you chant Hare Krishna. Но если вы просто повторяете святое имя, вы получаете результаты выполнения всех анг бхакти. But the thing is, you've heard that statement, Но вещь в том, что если вы слышали это утверждение, but now you have to realize it. сейчас вы должны реализовать это, осознать. Just like Krishna is the same as his holy name. Например, как утверждение, что Кришна он является неотличным от своего святого имени. We haven't realized it
Но мы еще не осознали это полностью. Little, choo-choo. Чуть-чуть. But we haven't fully realized. Но полностью мы не реализовали этих вещей. So you have to continue practicing. То есть вы должны продолжать практиковать. So please continue practicing Пожалуйста, продолжайте свою практику. and be enthusiastic. И будьте энтузиастичными. Utsahan nishtaya daya. Utsa. Be enthusiastic. Итак, будьте энтузиастичны. Уцаха.